В этом видео мы с вами поговорим про серьги, про их внешний вид, строение, техники и немного о швензах. Я расскажу вам несколько интересных моментов и покажу это на примере своих серег. Конечно, рассказывать я буду не о всех в мире техниках изготовления сережек, а о плетеных и немного о сборных. На видео представлены следующие виды сережек: сборные, плетеные, серьги в технике бисероплетения, кафы и серьги на клипсах. По некоторым из этих украшений я делала мастер-классы, и соответствующие видео я добавлю для удобства в плейлист «Базовый курс». Рассмотрим чуть более подробно представленные серьги, и я расскажу немного о них. Первые серьги, которые вы видите, сборные. Как вы уже знаете, их не нужно плести. Они состоят из разных элементов, которые нужно просто собрать между собой. Конкретно эти серьги состоят из швензы, коннектора, пина и стеклянного жемчуга. Следующие серьги состоят из швензы, простого соединителя колечка и такой вот красивой бусинки. Теперь мы с вами рассмотрим плетеные серьги. Кстати, по этим серьгам я делала мастер-класс на своем канале, и его я также добавлю в плейлист «Базовый курс». Эти серьги технически довольно простые, очень красивые и практически универсальные, подойдут почти к любому образу. Также обратите внимание на замочек на сережке, который называется швенза. На этих серьгах и всех предыдущих, которые вы видели, стоит английский замок. Следующие серьги также выполнены в технике проволочного плетения. Обратите внимание на то, как соединены со швензой эти серьги. Плетеная часть закреплена на швензе точно так же, как мы с вами делали завершающее ушко на веточке. Швенза в данном случае тоже английский замок, но я, честно сказать, часто называю его французским замком, потому что французские швензы обычно имеют закругление. И чтобы мне лично было удобнее их различать, я часто называю именно эти швензы французским замком. Следующие серьги выполнены в технике бисероплетения, однако сделаны они из бусинок. Это очень интересная техника, это был мой эксперимент, и я вам предлагаю также заниматься экспериментами. Вы наверняка придумаете что-то очень интересное. Следующие серьги соединяют в себе технику бисероплетения и немножко имеют от сборных сережек. Основная часть сплетена, а нижняя часть, бусинка, закреплена при помощи пина. Швензы в данном случае крючки. Следующие серьги закреплены на клипсах. Это такие простые сережки на цепочках с жемчужинками. Я бы назвала их сборными, потому что здесь нет плетеного элемента. Ну и отличаются они тем, что закреплены на клипсах, что очень удобно для людей, которым не подходит бижутерия. Ну и, конечно же, серьги на гвоздиках. Гвоздики всем вам известны, но правильное их название – пусеты. Также я хочу отдельно выделить вот эти украшения. Это длинные серьги, которые можно называть по-разному, но чаще всего они называются серьги-гроздья или серьги-веточки. Первые серьги закреплены на английском замке, остальные двое закреплены на крючках. Также я хочу показать вам кафы. В первом случае вы видите каф, который не требует ушного прокола и одевается просто на ушко. Во втором случае каф закреплен на пусете, то есть гвоздике, и имеет дополнительное крепление. Какое именно, вы узнаете из мастер-класса. В процессе того, как вы будете создавать различные серьги, помните, что вы способны творить, придумывать новое, экспериментировать. Не ограничивайте свою фантазию, и тогда вы сможете сотворить нечто очень красивое и уникальное. На моем канале вы можете найти много мастер-классов с серьгами.
И специально для вас я нашла интересную статью о видах швенц. Ссылку на эту статью вы найдете в закрытом телеграм-канале базового курса. Ссылка на него под этим видео.